Анна Смирнова сидела за своим столом в офисе Global Development, глядя на экран ноутбука. Ей было 34 года, но выглядела она старше. Годы напряженной работы, недосыпа и постоянного стремления доказать свою ценность оставили следы под глазами и в жесткой линии губ. На экране светилось письмо от генерального директора. «Анна, зайдите ко мне в 14:00. Есть важное предложение». Она знала, что это значит. Повышение. То, ради чего она жертвовала всем последние 10 лет. Анна выросла в маленьком городке под названием Сосновка, где ее мать работала уборщицей, а отец, пока был жив, чинил старые тракторы. Деньги в семье были редкостью, как солнечные дни в ноябре. Она помнила, как в детстве мечтала о большом мире, о том, как выберется из бедности и докажет всем, соседям, одноклассникам, даже самой себе, что она не обречена повторять судьбу своих родителей. Университет, бесконечные подработки, переезд в столицу, работа в Global Development — все это было ее лестницей наверх. И теперь, кажется, она почти добралась до вершины. В кабинете директора, Андрея Викторовича, пахло дорогим одеколоном и кожей. Он был мужчиной лет 50, с седыми висками и взглядом, который мог заставить замолчать любого. «Анна, вы одна из лучших в отделе», — начал он, постукивая ручкой по столу. «У нас новый проект. Строительство офисного комплекса в районе Старые пруды. Выгодная сделка. Инвесторы уже на крючке. Но есть нюанс. Нужно закрыть местную школу. Здание старое, земля под ним, золотая жила. Я хочу, чтобы вы этим занялись. Сделаете все чисто, и место замдиректора ваше». Анна кивнула, стараясь не выдать волнения. Это был ее шанс. Заместитель директора — должность, о которой она мечтала с первого дня в компании. Но в глубине души что-то кольнуло. Школа, люди. Она быстро отмахнулась от этой мысли. Это бизнес, а в бизнесе нет места сантиментам. На следующий день Анна поехала в Старые пруды, чтобы оценить ситуацию. Район находился на окраине города. Невысокие дома, потрескавшиеся тротуары, деревья с облупившейся корой. Школа номер 17 стояла в центре, двухэтажное здание из красного кирпича, построенное еще в советские времена. Краска на стенах облупилась, окна были старыми, но во дворе играли дети, а на крыльце стояла женщина лет 40, с усталым, но добрым лицом. Анна решила начать с нее. «Здравствуйте, я Анна Смирнова из Global Development. Хотела бы поговорить о будущем школы», — сказала она, протягивая визитку. Женщина, представившаяся как Елена Ивановна, завуч школы, посмотрела на нее с настороженностью. «Будущее. У нас и так еле хватает средств на ремонт. Что вы хотите предложить?» Анна начала объяснять. Компания готова выплатить компенсацию, помочь с переездом в другое здание. Но чем дольше она говорила, тем мрачнее становилось лицо Елены. «Вы хоть понимаете, что это не просто здание?» — перебила она. «Здесь учатся 150 детей. Для многих это единственное место, где они чувствуют себя в безопасности. Другое здание — ближайшая школа в 10 километрах, автобусы туда не ходят. Родители работают, им не до того, чтобы возить детей». Анна хотела возразить, но слова застряли. Она вспомнила свою школу в Сосновке. Такую же старую, с протекающей крышей, но там она впервые почувствовала, что может быть кем-то большим, чем дочь уборщицы. Елена продолжала рассказывать о том, как школа держится на энтузиазме учителей, как дети из бедных семей получают здесь бесплатные обеды. Анна уехала с тяжелым чувством, но решила, что это не ее проблема. Ее задача — выполнить работу. Вернувшись в офис, Анна столкнулась с новой реальностью. Ее коллега, Максим, парень лет 30 с хищной улыбкой, уже знал о проекте.
«Слышал, тебе доверили старые пруды», — сказал он за кофемашиной. «Не заваляй, а то я с радостью подхвачу, если что». Максим давно метил на ту же должность, и Анна знала, что он не упустит шанса подставить ее. Тем временем Андрей Викторович вызвал ее снова. «Что с проектом? Инвесторы ждут новостей. Школу нужно закрыть к концу месяца», — сказал он, не глядя на нее. «Я работаю над этим», — ответила Анна. «Но жители сопротивляются. Может, есть способ сохранить школу и построить офис где-то рядом?» Он резко поднял взгляд. «Анна, вы меня удивляете. Это бизнес, а не благотворительность. Или вы справитесь, или найдем того, кто сможет». Она вышла из кабинета с гудящей головой. Вечером, листая документы по проекту, она наткнулась на старый отчет. 20 лет назад Global Development уже скупала земли в Сосновке. Тогда ее семья потеряла дом, землю выкупили под склады, а компенсация была смехотворной. Мать Анны так и не оправилась от этого удара. Анна отмахнулась от воспоминаний, но совпадение не давало покоя. Следующие недели Анна провела в переговорах с жителями Старых прудов. Она предлагала деньги, организовывала встречи, пыталась убедить их, что переезд школы — это не конец света. Но каждый разговор оставлял в ней все больше сомнений. Она видела лица родителей, которые работали на 2 работах, чтобы прокормить детей, слышала истории о том, как школа стала для них якорем в жизни. Один мальчик лет 10 подошел к ней после очередной встречи и спросил: «А куда я пойду, если школы не будет? У нас дома только крики, а тут я могу учиться». Анна не знала, что ответить. Она вернулась домой и впервые за долгое время позвонила матери. Та, как всегда, была рада слышать дочь, но голос ее дрожал от усталости. «Как дела в Сосновке?» — спросила Анна. «Да как дела? Все то же. После тех складов ничего не изменилось. Люди уезжают, работы нет. А ты как, дочка? Гордишься своей большой жизнью?» Анна пробормотала что-то невнятное и быстро закончила разговор. Но слова матери задели ее. Она начала копаться в старых семейных бумагах, которые хранила в коробке под кроватью, и нашла пожелтевший документ. Договор о продаже земли Global Development. Тогда ей было 14, и она смутно помнила, как мать плакала, подписывая его. Компания обещала рабочие места, развитие, но вместо этого оставила пустырь и разрушенные надежды. Это открытие стало поворотным. Анна поняла, что Старые пруды — не просто очередной проект. Это зеркало ее собственной истории. На следующее утро Анна пришла к Андрею Викторовичу с предложением. «Мы можем построить офисный центр на соседнем участке. Там заброшенный склад, он никому не нужен. Школу оставим, а инвесторов убедим, что это повысит репутацию компании». Директор выслушал ее, но его лицо оставалось непроницаемым. «Анна, вы не понимаете. Инвесторы хотят эту землю. Школа — не их проблема. Если вы не готовы идти до конца, скажите прямо». Она вышла из кабинета, чувствуя, как рушатся ее планы. Вечером Максим подловил ее в коридоре. «Слышал, ты пытаешься играть в добрую самаритянку. Зря. Андрей уже спрашивал, готов ли я взяться за проект, если ты сломаешься». Анна стиснула зубы. Она не могла позволить ему победить. Но и уничтожить Старые пруды она больше не хотела. Она начала искать другие варианты, встречалась с городскими чиновниками, изучала карты, пыталась найти лазейки в законах. Но все упиралось в одно. Global Development уже договорилась с кем-то сверху, и сделка была почти подписана. Ее последняя надежда рухнула, когда Елена Ивановна позвонила ей в слезах. Они прислали уведомление: школу закрывают через 2 недели.
Вы обещали, что попробуете помочь». Анна бросила трубку, чувствуя, как внутри все сжимается. Она больше не могла притворяться, что это просто работа. На следующий день Анна сделала то, чего от себя не ожидала. Она собрала все документы по проекту. Внутренние отчеты, переписку с инвесторами, записи встреч и отправила их знакомому журналисту из независимого издания. Там были доказательства. Global Development завышала стоимость проекта, подкупала чиновников и планировала продать землю втридорога, не заботясь о последствиях для жителей. Через 3 дня статья вышла на первой полосе. Корпоративная жадность против детских слез. В офисе начался хаос. Андрей Викторович вызвал Анну к себе, но она уже знала, что ее ждет. «Ты понимаешь, что натворила?» — кричал он, швыряя газету на стол. «Ты уволена. И не думай, что найдешь работу после этого». Анна молча встала и ушла. Ее сердце колотилось, но впервые за годы она чувствовала себя свободной. Скандал разрастался. Другие сотрудники, вдохновленные ее поступком, начали говорить. Кто-то слил новые документы, кто-то подал в суд. Инвесторы отозвали деньги, а проект заморозили. Старые пруды выстояли. Через месяц Анна вернулась в Сосновку. Ее сбережений хватило, чтобы снять маленькую квартиру недалеко от дома матери. Она сидела на кухне, глядя на облупившиеся стены, и думала, что делать дальше. Работы в столице для нее больше не было. Global Development позаботилась о том, чтобы ее имя стало токсичным в корпоративных кругах. Однажды утром ей позвонила Елена Ивановна. «Анна, школа выжила благодаря вам. У нас открылась вакансия учителя истории. Я знаю, это не ваша профессия, но вы могли бы попробовать. Дети вас помнят». Анна удивилась. Она никогда не думала о преподавании, но что-то в этом предложении ее зацепило. Через неделю она стояла перед классом в школе номер 17, рассказывая детям о том, как люди борются за свои права. Ее голос дрожал, но глаза учеников светились интересом. Вечером она шла домой через старые пруды, слушая шум листвы и детский смех во дворе школы. Впервые за долгие годы она не думала о том, как доказать свою ценность. Она просто была собой. И этого оказалось достаточно. Через год Global Development объявила о банкротстве. Андрей Викторович ушел в отставку, а Максим переехал в другой город, где его никто не знал. Анна осталась в Старых прудах. Ее уроки стали популярны среди детей, а местные жители начали видеть в ней не чужака из корпорации, а свою. Она не заработала миллионов и не стала замдиректора, но каждый день, засыпая, знала, что сделала выбор, о котором не пожалеет.